Российский Красный Крест отдает должное и действительно дает высокую оценку той деятельности, которую сейчас проводит Международная Федерация Красного Креста и Красного Полумесяца, и все компоненты нашего международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца в отношении решения проблемы, связанной с существующими глобальными вызовами, стоящими перед нами всеми, а глобальные катастрофы, будь то техногенного или природного характера, сейчас становятся особо актуальными для всех нас, вне зависимости от того, к какой стране, к какому региону земного шара относимся мы. Потому что никто из нас в настоящее время не может быть уверен, что природная или техногенная катастрофа может обойти ту или иную страну. Все мы находимся в определенной зоне риска, и мы, как компоненты международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, как национальное общество, в содружестве с Международной Федерацией, конечно же, должны быть готовы к реагированию на такого рода риски и вызовы, и возможные стихийные бедствия и события. Что еще важно, что темой нынешнего доклада становится внимание на вынужденную миграцию и перемещение населения. Это естественно, потому что любое событие чрезвычайного характера сейчас сопряжено с тем, что оно непосредственно влияет на миграцию населения. Россия является приютом для второй по численности диаспоры внутренних переселенцев в мире. Более того, 80% всех миграционных потоков в странах бывшего СССР происходит внутри этого пространства. В заключение хотел бы подчеркнуть, что Международная Федерация и ее секретариат продолжат делать все от них зависящее с тем, чтобы оказать всю необходимую помощь национальным обществам в решении гуманитарных проблем вынужденных переселенцев. В Международной Федерации накоплен значительный опыт участия в решении гуманитарных проблем беженцам, внутренним перемещенным лицам, трудовым мигрантам на территории бывшего СССР. По существу Международная Федерация была вовлечена в решение этих проблем, начиная с декабря 1988 года, то есть с момента спитасского землетрясения в Армении, которое повлекло за собой массовое перемещение населения. И мы надеемся, что издание, публикация и широкое распространение доклада о глобальных катастрофах 2012 года, доклада, посвященного проблемам миграции, поможет нам всем в активизации диалога соответствующими государственными структурами России и других стран ближнего зарубежья, диалога о рекомендации более значительной роли и сфер ответственности Красного Креста и Красного Полумесяца в области работы с трудовыми мигрантами и другими категориями вынужденных переселенцев. Я бы хотел остановиться на основных цифрах и фактах, которые изложены в этом докладе. Уже прозвучала цифра, что на сегодняшний день около 100 миллионов человек, а именно 73 миллиона человек являются вынужденными мигрантами, и структура миграции такова, что 43 миллиона мигрантов являются вынужденно перемещенными в результате вооруженных конфликтов, 15 миллионов в результате бедствий и технологических катастроф и 15 миллионов в результате негативных последствий развития инфраструктуры. Говоря о бедствиях, несомненно, нужно сказать, 15 миллионов или 43 миллиона конфликтов – это вот именно те конфликтные регионы, о которых мы знаем не понаслышке, это горячие точки, в первую очередь это Ближний Восток, Ирак, Сирия, Северная Африка, Сомали, Демократическая Республика Конго, Западная Африка, Кот-д'Ивуар, Либерия, Мали и Колумбия. И эти горячие точки, они всегда на слуху, средства массовой информации всегда о них говорят, вместе с тем количество населения, страдающего в результате этих ситуаций, не всегда поддается озвучиванию. Вот на сегодняшний день мы можем сказать, что в общей сложности это более 43 миллионов человек. Говоря о бедствиях, в первую очередь, это те бедствия и катастрофы, которые в последнее время были у нас на слуху. В первую очередь, это цунами и его последствия в Японии. В результате, соответственно, и те негативные влияния на окружающую среду, которые повлекли массовое перемещение и эвакуацию населения из зон возможного радиоактивного заражения. Это изменение климата во Вьетнаме, а также Бангладеш в результате
серьезных изменений экологической ситуации в этих регионах. Ну и, конечно, крупное землетрясение в Гаити, которое произошло несколько лет назад, повлекло за собой массовое перемещение населения. И, естественно, это не может нас оставлять равнодушными к данной проблеме. Пожалуйста, следующий. Когда мы говорим о развитии, мы всегда говорим о позитивном вкладе развития на инфраструктуру общества. Вместе с тем есть и такие негативные аспекты, которые влияют на развитие, когда урбанизация, изменение инфраструктуры стран, городов, они неминуемо влияют на перемещение населения, которое в поисках лучшей доли стремится в другие регионы, другие страны. И вот эта цифра по отчету, соответственно, с отчетом составляет также как минимум 15 миллионов человек. Длительно протекающие или затяжные перемещения населения. Это, как правило, когда мы говорим о, будем говорить, забытых бедствиях, когда они протекают вне зоны или фокуса средств массовой информации, но в целом общая масса населения, которая подвергается вот такого рода затяжным перемещениям, составляет более 20 миллионов человек во всем мире. Пожалуйста, следующий. Конечно, когда мы говорим об оказании помощи, о масштабных перемещениях населения, всегда встает вопрос, во сколько это обходится международному сообществу, какие суммы средств выделяются на оказание помощи вынужденно перемещенным лицам. Так вот, если посмотреть за последние 5 лет, то общий объем средств, которые выделяются международным сообществом, это все международные организации, он неминуемо растет, и по данным на 2010 год, это в среднем около 9 миллиардов долларов на различные нужды. Там мы видим и прямые виды оказания гуманитарной помощи и оказания помощи непосредственно правительством по восстановлению мира, по поддержанию безопасности в регионе. То есть суммы, которые выделяются с международным сообществом, которые по тем или иным причинам в силу необходимости выпадают из бюджетов и могли бы быть использованы на другие средства, они тратятся на другие цели, они сегодня тратятся на оказание помощи вынужденным перемещенным лицам в больших, достаточно серьезных объемах. Ну, естественно, когда мы говорим о миграции, в первую очередь это ответственность государственных органов по контролю перемещения населения. И вот по мнению многих государств, это отражено в отчете, страдания вынужденных переселенцев – это та цена, которую они платят, чтобы избежать противостояния каким-то политическим, экологическим, другим вопросам. То есть они ищут лучшие доли, перемещаются и вместе с тем накладываются определенные обязательства как на правительство, так и международное сообщество по оказанию соответствующей поддержки. И, естественно, когда мы говорим о том, что какие же подходы использовать в решение этой проблемы, то понятно, что недостатка в инновационных подходах не существует. Очень много международных организаций, среди которых вот и наши партнеры, и государственные учреждения, они развивают все новые и новые подходы по решению проблемы. Вместе с тем задача наша общая состоит в том, чтобы не искать пути решения проблемы, а избегать появления этих проблем, избегать нарастания проблемы. И в отчете довольно четко показан этот аспект. В ноябре 2011 года 164 правительства согласились с призывом Красного Креста и Красного Полумесяца в том, что мигранты, вне зависимости от их правового статуса, должны иметь доступ к необходимой помощи, и к ним необходимо относиться с уважением и достоинством. На сегодняшний день резолюции 31-й международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца являются нашим, будем говорить, настольным документом. И мы совместно с национальными обществами, здесь в России, это совместно с Российским Красным Крестом, с Международным комитетом Красного Креста, коллеги тоже здесь участвуют сегодня в нашем мероприятии, фокусируемся именно на этом аспекте проблемы. В результате распада Советского Союза на территории Российской Федерации хлынул большой поток вынужденных мигрантов. И для преодоления
этих негативных последствий в 1992 году была создана Федеральная миграционная служба. Летом исполнилось 60 лет этой службе. За период существования службы Федеральная миграционная служба интегрировала и оказала помощь нескольким миллионов вынужденных переселенцев. К счастью, вот по прошествии уже 2 десятилетий последствия распада Советского Союза в этом плане в основном были преодолены. Кроме того, в результате известных событий на Северном Кавказе также были потоки вынужденных мигрантов, другие субъекты Российской Федерации, которым тоже оказывала помощь Российская Федерация. Одновременно в 1992 году Российская Федерация присоединилась к Конвенции о статусе беженцев 1951 года и протоколу к ней 1967 года, в соответствии с которыми она взяла на себя международные обязательства по оказанию помощи лицам, ищущим убежище и беженцам. В этом плане мы активно сотрудничаем с представительством УВКБ ООН в Российской Федерации. Ежегодно на территории Российской Федерации в поисках убежища прибывают несколько тысяч иностранных граждан, являющихся выходцами из различных государств мира. Вот, например, в период с 2007 по 2012 год в Российской Федерации искали убежище более 13 тысяч иностранных граждан, являющихся выходцами из 89 государств мира. За этот период более 6,5 тысяч иностранных граждан, то есть практически половина, получили убежище на территории Российской Федерации, в том числе статус беженца около 1000 иностранных граждан, остальные получили временное убежище. Лица, ищущие убежище, которые оказываются на территории Российской Федерации, являются как раз жертвами вот тех глобальных катастроф, о которых в указанном докладе идет речь. К счастью, пока географическое положение Российской Федерации таково, что основные негативные события, которые происходят, они происходят вдали от российских границ, но тем не менее в потенциале Российская Федерация граничит с рядом государств, в отношении которых постоянно звучат угрозы, в том числе о применении в отношении этих государств силы. Иногда следует заявление о том, что и ядерное оружие может быть применено. Поэтому Российская Федерация, ФМС России готовится к возможным последствиям негативных событий и на территории сопредельных государств, поскольку в случае негативного развития событий на территории Российской Федерации в экстренном массовом порядке могут прибыть в поисках убежища достаточно большое количество иностранных граждан. Российская Федерация создает необходимую инфраструктуру для работы с лицами, ищущими убежища, центры временного размещения. В настоящее время Российская Федерация располагает 3 центрами временного размещения для работы с лицами, ищущими убежища. Готовит специалистов, способных работать с данной категорией лиц, а работа с этими лицами достаточно трудоемкая, специфичная. Иностранный гражданин, пребывающий в поисках убежища на территории Российской Федерации, должен пройти установленную законом процедуру признания беженцем. В ходе процедуры индивидуальная проводится, как правило, с применением переводчиков, и прежде чем предоставить убежище иностранному гражданину, мы должны убедиться, что действительно это лицо нуждается в убежище, действительно у него возникли те обстоятельства, которые являются основанием для предоставления убежища на территории Российской Федерации. В соответствии с нормами международного права, в соответствии с российским законодательством, беженцем признается иностранный гражданин, либо лицо без гражданства, которое, как правило, стало жертвой незаконного преследования со стороны властей государства гражданской принадлежности по политическим мотивам. По политическим мотивам в широком смысле слова это и за вероисповедание, за политические убеждения, за принадлежность к определенной расе или национальность, за принадлежность к определенной социальной группе. Кроме того, Российская Федерация по гуманитарным основаниям предоставляет временное убежище иностранным гражданам. Это своего рода дополнительная форма предоставления убежища. Она, как правило, предоставляется тем лицам, которые имеют обоснованное опасение стать жертвой у себя на родине, жертвой пыток, являются жертвами
военных конфликтов и так далее.